Всем привет! В этом уроке я покажу, как верстаю шапку для сайта. Так, переходим в раздел шаблоны, конструктор тем. Шапка у нас уже создана, поэтому открываем ее и нажимаем редактировать. Так, в прошлом уроке все настройки мы сделали, поэтому можно приступать. Открываем макет. Так, смотрим, сколько у нас шапка по высоте. 92 пикселя. Так, сначала создаем родительский контейнер. Так как здесь у нас расстояние между элементами неравное, то есть от логотипа до меню 60, от меню до следующего блока 172, и здесь между ними тоже 36. Поэтому нужно будет весь этот контейнер разделить на два внутренних контейнера, в котором объединим меню с логотипом и левый, и в правом объединим вот эти два элемента, чтобы они у нас разошлись в края контейнера. Это, кто знает флексы, это свойство space between, между элементами. Так, здесь обнуляем все отступы, задаем 15. Обычно по опыту это 15 справа и 15 слева внутренний отступ. Бывает по 10, бывает по 20. Ну, по 10 я считаю мало. 15 в самый раз. 20 это слишком много, там при адаптиве потом может не хватить время. Это если макета нет в мобильной версии. Если макет есть, то там это все уже подогнано, скорее всего, будет. Так, направление в этом контейнере поставим. Заходим в настройки макета, ряд, и распределение содержимого, это расстояние между, space between. Берем еще один контейнер. Ширину в настройках макета этого контейнера устанавливаем во всю ширину, переключаем на пиксели и смотрим, сколько у нас этот контейнер, логотип вместе, меню по ширине 637 пикселей. Задаем ширину 637 пикселей. Так, теперь в настройках макета этого контейнера мы также указываем направление ряд горизонтально и распределение содержимого, это расстояние между, чтобы у нас логотип и меню встали по краям. Так, и вертикальное выравнивание элементов поставим по центру. Ну, давайте я пока оставлю как есть, просто покажу. Так, логотип я задаю с помощью виджета Icon, так как он в SVG формате. Так, он у меня уже экспортирован. Как экспортировать из фигмы? Выделяем элемент, нажимаем, переходим в правую панель, вниз выбираем формат, здесь любой формат, какой вам надо, и нажимаем экспорт лого. Экспортируем на рабочий стол. Они у меня уже здесь загружены, поэтому я просто выбираю. Перехожу во вкладку стили и ставлю размер. Сначала подходит по размеру, то есть его размеры полностью, он в полную ширину. Смотрим, какие у него размеры. Так. 130 на 22 пикселя. Здесь устанавливаем высоту, и он сейчас у нас станет по ширине как надо. Так, проверим. Нажимаем Ctrl-I, открывается инспектор, и можно проинспектировать элемент. Вот у нас 130 на 22 пикселя, ну почти что. Так, это я оставлю здесь. И вот смотрим, значит, у нас сейчас по высоте этот контейнер стал равной высоту элемента, поэтому нам надо задать ему высоту нужную, это 92 пикселя. 92 пикселя. У нас все элементы сейчас, если мы сюда размещать, они у нас будут выравниваться по верху, поэтому
нам надо нажать вот сюда, центр. Вот у нас стал ровно посерединке. Здесь вот особенность такая у элементора, у виджета иконка есть небольшой отступ снизу, поэтому сейчас он как бы не ровно посередине, приходится руками его убирать отрицательным наружным отступом, примерно так. Далее сюда добавляем меню. Вот оно, меню, виджет меню. Так, меню у нас не создано, поэтому меню надо сначала создать. Идем в консоль. Раздел внешний вид, меню. Задаем имя новому меню, создаем его. Так, и ставим пункты. Изначально я просто задаю как произвольные ссылки, так как страницы эти еще не готовы, или здесь, скорее всего, это будут якоря, наверное. Якоря не расставлены, поэтому я просто задаю сначала произвольными ссылками. Потом уже после того, как сайт будет сверстан, можно будет сюда уже назначить либо якоря, либо нужные страницы. Так. Так. Так, вот меню наше создано, сохраняем. Так, возвращаемся в редактор шапки. Нужно обновить страницу так, чтобы меню появилось у нас там при выборе. Так как меню у нас создано на данный момент одно, их может быть несколько, сейчас оно появится там по умолчанию. Если бы их было несколько, нужно было бы выбрать их. Вот оно появилось у нас по умолчанию. Вот здесь будет, если их несколько, здесь они будут все перечислены, и можно будет выбрать. Так, меню горизонтальное. Ориентация, выравнивание у него будет. Это здесь ничего не трогаем. Подчеркивание при наведении я убираю. Тут, скорее всего, будет hover, наверное, оранжевого цвета. Ну, в макете это все не указано, поэтому там уже как захочет заказчик, либо это будет подчеркивание, либо hover. Сейчас я настрою оранжевый цвет. Breakpoint ставим ему мобильное, чтобы он сработал при мобильной версии устройства. Здесь задаем ему меню ширину полную. Это потом я покажу, для чего это делается. Ну и переходим в настройки стилей. Так, цвет у нас идет там 551. Вот он у нас глобальный. И размер его 16. И межстрочное расстояние 160%. Заходим в настройки шрифта 16 и межстрочный интервал 1,6. 160. Так, 1,6. Горизонтальные отступы 0. Вертикальные отступы все 0, обнуляем. И расстояние между пунктами меню смотрим 40 пикселей. Так, далее переходим к правому блоку. Ну, чтобы все это было быстрее, я просто дублирую этот контейнер. Смотрим у него ширину 421. Высоту я у него обнулю, так как она будет равна высоте соседнего блока. Так как у нас весь родительский блок увеличился по размеру, так что этому можно не задавать. Это мы удаляем. Так. И теперь добавим эти два элемента. Их я делаю через виджет Icon List, список с иконками. Так.
Добавляем иконку. Также берем отсюда иконку. Нажимаем, переходим вправо вниз, панель, экспорт, SVG формат. Они у меня уже экспортированы и загружены, поэтому я просто ее выбираю здесь, устанавливаю. Размер, ширина 40, высота 40. Задаем размер иконки. Иконки 40. Далее добавляем текст. Здесь текст у нас идет разного размера. Здесь 14 пикселей, здесь 18. Поэтому я сделаю следующим образом. Так, скопируем текст. По умолчанию я сделаю жирность 400, а этой строчке задам просто тег strong. И потом уже к этому тегу strong допишем стили, уменьшим размер. Так, переходим в содержимое. Strong. Сюда помещаем первую строчку, делаем перенос строки, тег br и указываем вторую строчку. Стили применяем, общие стили применяем по второй строчке, чтобы потом было проще. Типографика 18. Слишком большое расстояние между ними. Как-то так. Может даже 1.5. Так, почему-то в новой версии Elementor здесь какие-то большие отступы у иконки. Так что придется ее прижать к тексту и немножко отрицательными отступами сдвинуть влево к краю контейнера. Почему так сейчас они стали делать, не знаю. В старых версиях все было нормально. И дублируем также, делаем второй элемент. Также первую строчку мы в тег strong помещаем. И вторую строчку. Это у нас почта. Да, еще забыл сделать кликабельными. Mail. Так, mail. И здесь добавить кликабельности телефону. Так, тел двоеточие. Так. И плюс 7. Так. И заменить еще иконку. Так. И смотрим, что у нас получилось в десктопной версии. Так, все, это кликабельно, это кликабельно. Мне кажется, слишком большое расстояние, поэтому надо немножко убавить. Так вот, наверное, 1.3, я даже бы 1. Ну, я бы даже 1.2 оставил. Так. Так, все, теперь отступы у нас заданы. Теперь делаем... еще надо дописать стили вот для первых строчек. Зададим класс этому элементу. Также зададим его второму элементу, так как они одинаковые. В принципе, это не играет никакой роли. Переходим в настройки страницы слева снизу и в расширенные. Здесь у меня уже классы прописаны, поэтому вот они. То есть вот он, родительский класс, чтобы потом на другие элементы, которые находятся на странице, эти стили не распространялись, поэтому я задал родительский класс, и чтобы эти стили применились только непосредственно к этим двум элементам. И задали тегу strong размер шрифта 14 по x. И теперь он у нас соответствует макету. То есть это 14, этот 18. Далее переходим в настройки адаптивности. Нажимаем вот сюда, режим адаптивности, слева снизу. Смотрим, как у нас будет это выглядеть на планшете. Все у нас наезжает. Так как в макете
Так как в макете у нас отдельно макет не сверстан под планшетную, под мобильную версию, это остается на усмотрение верстальщика, поэтому я бы этот контейнер скрыл на планшетной и на мобильной версии. Далее, чтобы он нам не мешался, мы его здесь скроем в редакторе. Он скрылся только в редакторе, на улице все как обычно. Далее, у нас этому контейнеру, где логотип и меню задана, явно ширина 637. Нам необходимо, чтобы он у нас теперь растянулся на весь контейнер радийский. Ставим проценты и 100. Так, что-то мне не нравится. Болт же у нас. Болт у нас жирность у меню у нас болт. Я не поставил почему-то. Вижу, что что-то не то. Так. Жирность она не меняется в зависимости от устройства, поэтому она здесь распространяется сразу на все устройства. Смотрим. Так, жирность. Ну, это кэш еще небольшой хостинга. Сейчас он. И теперь смотрим, как у нас будет выглядеть наша шапка на мобильных устройствах. Высоту можно немножко уменьшить. Это у нас задается этому блоку. 60 хватит. Так, ширина логотипа у нас остается прежней, так как у нас тут ничего не мешает, не это. И смотрим гамбургер. Ему надо будет, скорее всего, убрать фон. Background. Делаем прозрачный фон. Просто к любому цвету добавляете 2 нолика, и фон становится прозрачным. И размер 30. 35 даже, у меня 30. Но вообще по правилам 40, по правилам Google элементы должны быть как минимум 40. Но 40 здесь будет жирно слишком. Поэтому оставим 35. Так, по умолчанию у этого переключателя есть также наружные отступы. Вот я их тоже вскрываю обычно. Вот они. Они не нужны, так как здесь получается справа двойной отступ. Это будет некрасиво. Поэтому я задаю ему нулевые отступы. Сейчас, если посмотреть, проинспектировать элемент. Вот они у нас. Вот у нас этот элемент, вот этот класс к нему относится. И вот этот отступ как раз. Внутренний отступ 0,25. Сейчас, если его отключить, вот оно отключается. Поэтому нужно задать стилями. Это также настройка страницы в расширенных настройках Custom CSS. Отступы обнулились. И теперь по поводу настроек самого меню. Это вот про полную ширину. Почему нужно включать этот переключатель? Если он у нас не включен, у нас меню будет открываться вот так некрасиво. То есть, если мы включим Full, вот оно у нас как положено. Так, все, смотрим, как у нас работает адаптив. Включаем, нажимаем Ctrl-I в браузере, у нас открывается инспектор, переходим сюда, и здесь уже можно посмотреть, как шапка будет себя вести при разных размерах экрана. Значит, у нас сейчас брейкпоинты установлены на 1024, это планшетный брейкпоинт, и 768 для мобильных устройств. Начинаем сужать экран, смотрим. Так, я еще не задал расстояние между элементами. Сейчас я покажу. Они сейчас у нас слипнутся, эти два контейнера. Это неправильно. Так, вот они у нас слиплись, поэтому нужно задать между ними расстояние. Это задается в настройках основного контейнера, где вот эти два дочерних лежат. Это вот эти как раз правый и левый. И вот здесь отступ между элементами. Ну, как правило, это 20 пикселей по опыту.
Так, сейчас еще будет там кэш. Нет, все. Так, вот они у нас. И все у нас красиво, ничего не наезжает. Все у нас сработал брейкпоинт на 24 пикселя. Вот, допустим, если мы начинаем уменьшать. Вот сейчас работает брейкпоинт, и правый блок у нас полностью исчезнет, так как он нам мешает. Вот, и теперь пошли дальше. Вот у нас идет устройство еще планшеты. Тоже все хорошо, у нас все лезет по ширине. И сработал брейкпоинт на мобильное устройство. И все экраны здесь у нас все ничего не наезжать не будет, все аккуратненько. И даже самый первый iPhone, у которого 320 пикселей, тоже все нормально будет. Смотрим меню, открывается все нормально. Это я использовал стандартное меню. Иногда заказчики хотят свое меню. Сейчас покажу пример. Тут я недавно верстал сайт. Так, просмотреть код. Тогда я уже делаю сам свое меню. В следующем уроке я покажу, как это делается. Вот. Это уже свое. Сам я написал его. Это на самом деле все это делается очень просто. Я покажу. Здесь можно любую анимацию сделать. То есть справа, слева может выезжать, может оно из центра приближаться и так далее. В общем, это все в следующем уроке будет. Так, все. Меню у нас готово. Шапка готова, меню мобильное готово. Вот таким образом. Теперь покажу, как его зафиксировать, если, допустим, по макету требуется, чтобы это меню было зафиксировано при скролле. Добавим сюда контейнер, чтобы у нас появился вертикальный скролл. Так, это можно закрыть. Так, это мы отключим. Вот у нас меню, шапка, то есть не закреплена. Переходим в настройки контейнера, где у нас настройки шапки. Зададим этому контейнеру фон белый, обязательно, чтобы он потом не сливалось со страницей. Так, зададим Z-индекс, это по оси Z, ну обычно там 9. Этого хватает для страницы, там есть еще какие-то элементы. Переходим в настройки эффекта движения, расширенные эффекты движения, стики, топ. Здесь у нас показано, на каких устройствах будет эта шапка зафиксирована. По умолчанию на всех устройствах, если где-то надо отключить, можно отключить. Офсет это пока не нужно. Это, допустим, если какая-то сложная шапка где-то будет в 2 блока и так далее, это потом я уже объясню, как это делается. Так, и смотрим. Вот у нас шапка зафиксировалась. Допустим, сейчас мы сюда что-нибудь так, дублировать, добавим. Дублировать. Так. Обновим высоту. Дублировать. Так, смотрим. Вот у нас скролл появился. И вот у нас шапка. Фон белый, ничего не сливается. И шапка у нас зафиксировалась. Так. Ну вот таким образом я верстаю шапки для сайтов. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и в комментариях задавайте свои вопросы.
Буду отвечать, могу даже снять видео. Всем пока.